обнаружили еще одного выжившего. Но, увы, взять тебя с собой не могу. Да нет же, нет, Малецкий, ты не понимаешь. Я должен пойти с тобой. Что? Сложно. Итак, с одной стороны, агент Малецкий. Мужик-ребенок, который все еще открыто признает, что просто выполняет регламент вербовки. А с другой стороны, Лая, девушка, которая также открыто говорит, чтобы я ни в коем случае не соглашался. Мне нельзя отвязываться от времени. Давайте так, я не тупой, я прекрасно понимаю, что Лолошка вечно отказывать и постепенно получать все больше информации от Малецки взамен примерно ни на что скоро не сможет. Поэтому какой у нас выбор? Либо согласиться, либо... Ну ладно, выбора-то у нас действительно как будто и нет. Давайте просто посмотрим, что будет дальше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы... Неужели правда соглашаемся? Давайте я просто процитирую Малецки. Вообще, если честно, я тебе завидую, Лолошка. Не особо тебя понимаю, но завидую точно. Ты ведь реально считаешь, будто бы у тебя есть выбор. Черт возьми, да после этих фраз я вечно думаю о том, что все давно предрешено, и любое мое «нет» не имеет никакого смысла. О, а еще вот это. Меня пугают, и одновременно с этим мне симпатизируют вот эти фразы. Другие редкие выжившие вряд ли обладают такими же технологиями, как и ты. По крайней мере, ты у нас такой первый. И вот знаете, в чем беда? Эти технологии не я придумал. По сути, Малецкий хвалит владельца бункера, а я не владелец. Короче, скажу честно, я скучаю по временам старых сезонов, когда Лолошка мог получить разное мнение со стороны, добавить немного своего мнения и таким образом сгенерировать идею. Сейчас он только сам с собой. Малецкий тут явно не помощник. Не знаю, может быть, Лая что-нибудь скажет. Ну ладно, Малецкий. Все эти разговоры про красоту в пустом мире навеяли какие-то странные чувства, если честно. Я все равно не считаю, что в этой опустошенной реальности есть хоть какая-то красота. Но не знаю, почему меня так зацепил наш диалог. Я скучаю, потому что было раньше. О, что? Это же буквально только что я сказал! Сори за такую реакцию, продолжаем. Здесь я правда никакого единения с никаким вечным не ощущаю. Ощущаю только тоску и раздражение, потому что не понимаю, как же мне отсюда выбраться. А еще этот долбанный страх. Потому что мне кажется, вечно так прятаться и избегать... влияния времени, или как оно там... Я точно не смогу. О, и минус мозги. Чел просто паник на ровном месте. Ну, ты что ты, блин? Ща, давай пойдем на слайме посмотрим. Слизнячок, который тебя явно успокоит. Так, а ну-ка. Еды вроде еще достаточно. Ох, нифига себе, уже 2,5 стака слизи, неплохо. Молодец, скоро себе братика сделаешь. Или сестренку. Так, подожди, на всякий случай, у меня поломки отсутствуют, окей. Короче, на данный момент тактика простая. Одеваемся, также прописываем прунус. Благодарим за такой приятный телепорт. И Лая? О, серьезно, что-то она прям редко начала появляться. Очень редко. Вещи новые все так же появляются. Уже какой-то баллон принесла. Это тебе зачем? Может быть, она что-то пишет на досках? Ну-ка. Линия, ветки страдают от конца времени. Почему они занимаются этими убийствами? Официальная версия помочь страдающим? Нет, от нее тут ничего. Кстати, я прочитал много комментариев, где вы писали о своей реально небезосновательной теории, что Тадмавриэль, отец, является основателем бункера. Вот смотрите, кто знал, что будет конец света? И даже наш Лолошка подвязывает это к... Иоганнес видел отца? Если он видел отца, то это вполне реально, опять же, потому что, напомню, отец у нас сердце вселенной типа бессмертный. Бессмертный не в рамках того, что прям совсем неубиваемый, а в рамках того, что на тот момент в сердце вселенной у него было столько сил, что победить его тупо невозможно. Сейчас же явно прошло много времени, и в итоге что с его силами? Иоганнес видел отца... Где Тадмавриэль? Что произошло после моего ухода из Архея? Вот, и, наверное, реально самый интересный вопрос, куда делся весь скин? Ладно, возвращаемся на базу, ставим костюм на зарядку, и, внимание, у меня есть примечание. Суп! Как вы, наверное, заметили, он постепенно заканчивается. Ладно, Лолошка, стой. Надо решить, что мне делать дальше. Только почему это всегда так тяжело?
Такое ощущение, что у меня сейчас только два варианта развития событий. Встретиться наконец-то с Лаей и разузнать, что она вообще планирует делать. Или же попытаться разобраться самому, как отсюда выбраться, и возможно ли это вообще. А что если Малецкий был прав? Вдруг у Лаи действительно нет никакого плана? Я же не смогу просто сидеть и прятаться в карманном измерении, да? Как же она это делает? Не, у тебя есть и третья опция, единственно верная, кстати. Присоединиться к нам. Черт, Малецкий. Ну мы же с тобой договаривались. Да, я знаю. Ну, просто решил, что можно, наверное, уже без этих условностей. Чего? В смысле можно уже? Ты вообще когда-нибудь о приватности слышал? Слушай, вообще, если честно, у штурмовиков понятие приватности немного размытое. Мы всегда должны быть наготове, так что... Ладно, я понял, не объясняй. Зачем ты снова пришел, Малецкий? Мы разве с тобой не обсудили все, что хотели? Ну, да. Просто подумал, что ты мог изменить свое решение. Захотел убедиться, прежде чем сдавать отчет о результатах твоего вступления в Синклит. Ну, что я могу тебе сказать? Нулевые получаются результаты. Ну да. Слушай, я вот частично-то понимаю, почему ты отказываешь. Но все-таки мне кажется, что у тебя сложилось о нас очень неверное впечатление. И как будто бы мои слова ничуть тебя не убедят. Да, это мы уже выяснили в предыдущий раз. Ну да, проехали. Слушай, мне тут дали задание. Обнаружили еще одного выжившего. Я бы мог тебе наглядно показать, почему я так верю в то, что делаю. И почему искренне люблю свою работу. Но, увы, взять тебя с собой не могу. Не положено. Стой, подожди, серьезно? Еще один выживший? Здесь? Где он, Тихо, да успокойся ты чего? Только не говори, что моей компании тебе недостаточно. Да нет, Малецкий, ты не понимаешь. Я так долго ищу здесь выживших, что уже и не помню, сколько времени прошло. Я должен пойти с тобой. Он здесь? В городе? В Силанхве, да? Ну слушай, он в этой ветке, но не в этом мире. Сейчас гляну. Так. Отдел учета передал мне, что это какой-то... бог. Со сложно выговариваемым именем. Ща... нашел. Хэттентеп. Что ты сейчас сказал? Да, расположение, Мисер, пространственные координаты. Вот, кстати, наверное, это зачитывать я не буду. Подожди, стоп. Хэттентеп? Ну, ничего себе. Как это у тебя так с первого раза выговорить получилось? Нет, еще раз, Малецкий. Хэттентеп жив? Он все еще в Мисре? А что, я что-то не так? Да нет, это только что я это и сказал. Подожди, ты его знаешь, что ли? Да, Малецкий. Он мой знакомый. Да уж. Я, конечно, понимал, что ты мироходец, но честно не ожидал, что ты знаком с единственным оставшимся в живых богов. Ну, по текущим данным единственным. А другие? Вы слышали что-нибудь про других? Там про Кнефмтити, Монту и... Вы слышали что-нибудь про Джодаха? Тебе прям так интересно? Не, про них данных нет. Тут либо не выжили, либо их пока не обнаружили. Иного быть не может, если чё. Этот бог, он твой знакомый, значит, да? Мне вообще не позволено брать кого-то на миссии без специального разрешения. Но раз уж ты знаешь этого парня и уже обладаешь информацией по его местонахождению, то... Да, я понял. То есть ты готов взять меня с собой, верно? Ну, скажем так. Если ты по какой-то случайности появишься в зоне моего задания, то... это совсем не моя ответственность, верно? Что скажешь? Действительно, что же я могу тебе сказать на такое предложение? Идем, конечно! Тише, ишь как разгорячился. А вообще знаешь, Лолошка, тебе бы мне надо было бы какой-то обмен предложить, что ли? А то я все по доброте душевной, да по доброте... Короче, этот твой бог находится на каком-то мысе, названном в честь него. А я сейчас из-за собственной сентиментальности рискую премией, как минимум. Не делай глупости, ладно? Я иду на задание. А это значит, что бог умрет. И ты это не предотвратишь, Лолошка. Да, догоняй. Стой. Что? Подожди еще раз! Хэттентеп.
Расположение Миср! Обалдеть! Ребят, если кто не знает, если кто не помнит, там речь идет про сезон 13 огней. Миср — это название мира, в котором мы провели весь сезон, опять же, 13 огней. Там действительно были такие боги, как Нефмтити, Ронос, Селиасет, Монту и как раз-таки Хетентеп. Кстати, Хетентеп — это единственный бог, который представал перед нами только в человеческом обличии. Насколько я помню, его звали Спенсер, но... Если временная ветка умерла, то как он выжил? И куда тогда делись другие? Я не сомневаюсь, что Джодах выжил, вот прям вообще не сомневаюсь. Но другие... так, наверное, надо это сейчас и узнать. Нам, так понимаю, нужен скафандр, потому что там, опять же, временная ветка погибла. Бам. Так, и как это будет выглядеть? Хетентеп — один из выживших. Все еще не верится. Это же... Получается, наша последняя встреча была так давно. Может быть, он понял, как уменьшать влияние времени? Он же бог знаний, как-никак. Малецкий сказал, что я не смогу ему помешать, но... Черт, я все равно постараюсь сделать все возможное. Нет, надо сосредоточиться. То есть он собирается телепортироваться в Миср, потому что он помнит его. Блин, как же это все-таки сложно. Миср, песок, жара, мыс Хетентепа. Черт, как же он там вообще выглядел? Надо вспомнить. О, хорош. Да ладно, реально Миср. То есть настолько погибла мультивселенная? Хетентеп. Боже, а я смогу походить? Что такое? Эй, стоять! Что? Ну вот ты скажи, куда ты направился, а? Тебе напомнить? Он не должен нас видеть. Это не по протоколу. Ладно. Но ты посмотри на него. Думаешь, он сможет дать тебе отпор? Знаешь, о чем я реально думаю? Я думаю, что я переоценил твою способность не делать глупости. Но я же еще ничего не сделал. Так это пока что. Слушай, ладно, Малецкий, ну просто дай мне с ним поговорить. Ты же не должен показываться сам, верно? Да, успокойся, Лолошка, он не сможет с тобой поговорить. Он уже умирает, погляди. Хотя, кажется, ты не понимаешь, да? Ну, ладно, иди. Понимай. Да ладно. О, я могу управлять. Ой, стоп. Мне здесь жарко, да, потому что костюм в нем же жарко. Капец, Миср. Но это, кстати, Миср, который... Я не то что... О, статуя Хетентепа. Блин, у меня такие приятные воспоминания сейчас. Так, ладно, сори. Какая же к черту ностальгия. Хетентеп. Поговорить. Эй, Хетентеп? Это Лолошка. Лолошка? Вот уж не знал, что ты когда-нибудь вернешься. Особенно сейчас. Эй, Хетентеп, ты как? Ты можешь встать? У меня в другом мире есть бункер, и если что... Тяжело понимать. Голову изнутри как будто сжимают раскаленными щипцами. Как давно ты здесь? Где все остальные? Гнев Мтити уводит их. Увела. Или планирует. Как же невыносимо. Я ощущаю все и сразу. Будто бы все, что происходило, происходит и только будет происходить, давит мне на плечи. Мысли путаются. Перед глазами все плывет. Лолошка? Эй, это ты? Ты ведь уже был тут. Ты пришел снова. Ох, Хетентеп. Скажи, ты знаешь, где Гнев Мтити? Почему ты не пошел с остальными? Я
То есть мы можем попробовать найти ее, я смогу помочь, и мы разберемся во всем, что здесь происходит, Хэтентеп. Ты сможешь переместиться? К Нефертити? Она... Да. Она хочет увести. Нет, я не хотел. Нет. Я хочу понять, что будет, если... Единственное знание, которое мне не было доступно... как же невыносимо! Не могу! Нет! Я не могу теперь уйти за ней! Ложка! Закончи это! Прошу! Черт. Хэтентеп, я помогу, я обещаю. Давай я... Чувствую, будто меня пытаются разорвать. И в то же время сжать до одной точки. Это знание не стоило того, ложка. Я пытаюсь сделать другой выбор, но не могу. Потому что я не совершил его. И совершил одновременно. Я не могу остановить это. Останови ты, ложка. Прошу. Боже, Хэтентеп. Ну вот, я ж говорил. Теперь-то ты понимаешь меня? Эй, приятель, ты как? Да не волнуйся, скоро все закончится. Или что там еще привязанные говорят в таких ситуациях? Эй, Малецкий, но мы же можем отвезти его ко мне. Время там не будет на него влиять И ты думаешь, что это восстановит его рассудок, ага? Ну, Малецкий, но мы же можем хотя бы попытаться. Эй, ложка. Останови это. Останови как угодно. Просто останови. Спенсер. Ну, и чё? Слушай, знаешь, мне даже стыдно вот так здесь стоять, зная, как мучается это... Останови. Ну все. Слушай, не, хватит с меня живодерства. Давай, дружище, спи спокойно. Что? Эй, чего ты... Нет, Малецкий, пожалуйста. Вот так вот. Малецкий. Что ты, мать твою, прямо сейчас творишь? Я же даже с ним ничего не обсудил толком. Мы бы нашли способ привести его в чувство, Малецкий. Не нашли бы. Ложка, пойми, он страдал. Он сам просил это остановить. Я не знаю, как тебе, но мне смотреть на страдания других не особо приятно. Но я ведь даже... Я никак не смог помочь ему. Ну, почему это? Смог? Ты мне не мешала, это уже многое. Ай. Знаешь, Ложка, я правда понимаю, что для тебя это тяжело, но ты сам подумай. Ты бы действительно позволил своему знакомому продолжать это ужасное существование, полное бессмысленных страданий? Я не знаю. Наверное, нет. Малецкий, я действительно ничего не мог сделать, да? Мне очень жаль, Ложка. Ты не мог ничего сделать. Нет, не смог бы. Иди-ка ты домой, а? Я пока смерть зарегистрирую. Вот как, значит, работает на самом деле организация, да? То есть, получается, если бы не было бункера, то я бы был примерно вот таким же, верно? Ну ладно, это было достаточно показательно. В целом, я теперь понимаю, почему они думают, что
помогают. И как бы это на самом деле выглядит как помощь, правда? Вы заметили, как Хеттентеп узнавал и одновременно сразу забывал про меня? Я пытаюсь сделать другой выбор, но не могу, потому что я еще не совершил его и уже совершил одновременно. Чувствую, будто меня пытаются разорвать и в то же время сжать до одной точки. Это знание не стоило того, Лолошка. Это он о чем? Подожди, о чем? О чем речь? Видимо, речь о каком-то другом временном таймлайне, просто Хеттентеп ощущает сразу все и вся. Кнеф Мтити их уводит, или увела, или только планирует. Ну да, короче, на все слова, которые произнес Хеттентеп, ссылаться можно примерно как на ничто. Зато мы знаем, как работает давление времени, если так можно выразиться. О, блин, как давно я не видел обычного неба. Звезды. Я могу поговорить с Малецким, но погоди. А могу ли я погулять? Мне никто не окликнет, там, не знаю. Все нормально, да? Кусочек золота, черный краситель. А могу зайти куда-нибудь? Нет, не открывается. Блин, постоянно мне жарко, мне все жарко и жарко. Что это? Плюшевый котик. Ну да, мы помним, что здесь любили котиков. Блин, это реально такое необычное чувство. Я хожу по другому сезону. Я прямо сейчас в 13 огнях, но при этом мертвых 13 огнях. При всем этом мы-то понимаем, что где-то в другой временной ветке 13 огней все еще существует. Библиотека имени Хеттентепа. Что? Утка-фараон. Вот это я... Не зря забежал. Это было действительно сейчас неожиданно. То есть здесь надо посмотреть, да? Рудное золото, дубовое бревно. Нет, это не интересно. Сюда не зайти. Ща, погоди-ка. Если мы нашли утку, значит можем найти и другое. А вот эти зыбучие пески все еще работают как зыбучие пески, правда? То есть я могу легко в них застрять? Честно, хотелось бы проверить, но... Нет. Я понимаю, чем это чревато. Вот это место, не знаю, я его не видел в 13 огнях. И этот город я тоже не знаю. То есть, видимо, мы попали... Непонятно куда, короче. Может быть, это мыс Хеттентепа? Просто он преобразился и в итоге стал большим-большим городом? Ради одной сцены построить городишко. Блин, я каждый раз просто в афиге. Чё только не придумают. Так, книга. Блин, пусто, не можем прочитать. Ну и, видимо, да, мне надо поговорить с Малецки. Я просто очень сейчас боюсь что-то пропустить. Сами понимаете, уточка. О, железо, золото, вот это возьмем. Ладно, возможно, утка здесь единственная, самая ценная. Хотя я вот здесь не был. Корабль может быть какой-то. Что? Туман смотрящего заточения? Плотно закупоренная стеклянная бутылка. Содержит отголосок сущности, называемой смотрящим. От бутылки исходит невыносимый холод и тяжесть оков. Вот это реально что-то новенькое. Ты, подожди. Нет, все, тут барьер уже, да? Здесь не пройти. Обалдеть! Вот такую коллекционку мог пропустить. Не, ну вот сейчас я уверен, что точно все нашел. Малецкий, ну что, поговорим? Ну чё, ты как? Кстати, а почему ты еще здесь? Я так давно здесь не был. Просто очень тяжело вспоминать некоторые вещи. Понимаю. Первая вылазка всегда самая сложная. Ты давай, иди, приди в себя. Обдумай произошедшее. А вообще мне, кстати, тоже идти надо. Я к тебе еще загляну, ага. Нам, наверное, надо будет еще поговорить в менее давящей обстановке. Ну все, давай, иди. Слушайте, а вот то, что он телепортируется и у него скафандр из скинтонита, а ему хуже от этого не будет? Черт! Все тело ломит от перемещения. Ну вот, походу все-таки будет плохо. Ладно. В этот раз хотя бы вышло сразу нормально. Но... сейчас меня все равно не это беспокоит. Я все еще не могу осознать, что произошло. Если честно, слова Малецки кажутся мне впервые правильными. Хеттентеп точно не выглядел так, будто бы он хотел помощи. Или я могу помочь ему. Все, что происходило, происходит и только будет происходить. Давит на плечи. Это звучит хуже, чем жутко. Черт! Смотрящий, твою ж... Ты меня напугал!
Стоп, подожди, прежде чем продолжать... О, блин, Лолошку прям реально помотала. Прям очень-очень помотала. Я уверен, что это связано с антискинтом. Меня правда беспокоит, что Лолошка сам об этом ничего не говорит. Но я-то знаю, что телепортироваться с антискинтом — это плохая идея. И то, что у него уже начинает тело ломить, это... Ну, как бы, видно почему. Мне просто не совсем понятно, от чего ты восстанавливаешься. Ты же ни от чего не восстанавливаешься. То есть то, что ты поспишь, не означает, что ты прям жестко зарядишься. Да, это немного полечит искру, но вряд ли прям сильно. Так, слушайте, телепортироваться — это как бы одно, а вот сфотографировать смотрящего... Ну что, пришла пора? Ба! Стоп. Ну да, я примерно этого и ожидал. Ладно, продолжаем. Слушай, смотрящий, вот кого-кого, а тебя я точно не ожидал увидеть. Ты столько не появлялся. Не хочешь объяснить, что значили твои слова там, в пустоши? В ритме холодного сердца смотрящего угадывается сочувствие. Слушай, я правда не знаю, что мне делать. Знаешь, о чем я подумал тогда, когда Малецкий убил Хэтентепа? Что... Черт. Скорее всего, я бы сделал то же самое. Я не понимаю, хорошо это или плохо. О. Ладно, я надеюсь, ты появишься еще. Иначе я просто не выдержу всего этого. Вау. Ну что ж. Скажем так, это было сильно. Вообще все, что происходило в этой серии, это сильно. Ребят, вот просто сами скажите, напишите в комментариях, какое ваше мнение об организации. У меня, честно, мнение постепенно уже складывается, да. Меня просто беспокоят еще вот эти слова Лаи, которые постоянно говорят, что ни в коем случае не верь, ни в коем случае не... Ну, вы поняли, да? И я это правда не упускаю. Я понимаю, что все явно не так просто, как пытается показать мне Малецкий. Слушайте, я же могу полечиться, да? Давай-ка зайдем. О, спасибо большое. Пипец, я больше не хочу телепортироваться. Во всяком случае, не в скафандре. Туман смотрящего заточения. Куда я могу это положить? Прям сюда? А, нет. Так, куда? Вот сюда? О, да. И это реально коллекционка. Ледяной взгляд смотрящего не дает вам сдвинуться с места. Это там внутри что-то есть, какая-то пимпочка. А, слушайте, подожди, а может это ткань смотрящего? Хотя больше похоже на туман. Утка-фараон, ну это определенно сюда. Ну-ка. Невежество царя Крякоптока. Блин, вот эти описания, это лучшее описание, правда. Особенно вот это. Не удалось найти путь к файлу DuckFemGDH. Мне написали в комментариях, что это значит. Спасибо за пояснение, ребят. Вообще мы все больше видим, как работает время, как оно давит. Мы воочию заметили, что такое организация и как она... спасает, если так можно выразиться. Но при всем при этом мне супер-мега очевидно, что Малецкий не договаривает. Ну вот, прям 1000%. Даже если он не договаривает, то он просто все не знает. Не нужно выкидывать из головы, что Малецкий в первую очередь штурмовик, который наверняка, ну, не получает всю инфу, как, например, могла бы получить Лая. И после полученной информации она и как раз-таки ведет себя так, как ведет. Это, конечно, все не точно, это лишь мои догадки, но это писец как интересно. Вот что самое главное. Посмотрим, что будет дальше. Нам нужно в любом случае как-то думать, что мы-то в организации вступаем, не вступаем. Пишите, в общем, что вы думаете про эту оргию, организацию. И надеюсь, вам понравилось, и вы поставите лайк и подпишитесь. Ваша поддержка — это лучший буст к мотивации. Напомню в очередной раз. Надеюсь, вы не пропустите это мимо ушей. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и возвращение в Мисор. Хоть и коротенькое. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.